Здравствуйте! В этом видео рассмотрим использование инструментов панели «Ориентация» в программе SolidWorks. Ориентация позволяет быстро вращать модель или чертеж до нужного расположения в пространстве или на листе. Можно выбрать стандартный вид, например, спереди, сзади, изометрия и так далее. Или добавить свой пользовательский вид в окно ориентации. Если нажать на значок «Ориентация» или на стрелочку рядом, то видим, что по умолчанию включен контекстный инструмент «Выбор видов». Он позволяет просматривать и выбирать виды моделей в контексте. Чтобы вызвать этот селектор видов, также достаточно нажать на клавишу «Пробел». В графической области появляется прозрачная фигура кубической формы. Каждая грань фигуры – это одна ориентация модели. При наведении указателя мыши на грань вверху отображается предварительное изображение модели. Окно предварительного просмотра обновляется, когда курсор перемещается на другие грани. Скрытые грани в задней части модели разнесены от центра селектора видов, что упрощает их выбор без вращения модели. Также можно зажать клавишу Alt и выбрать виды на задней поверхности куба. И также можно просто повернуть модель для выбора нужной грани. Если нажать на грань, то модель повернется перпендикулярно выбранной грани. Если вам не требуется автоматическое появление селектора вида при любом нажатии на панели ориентации, тогда можно отключить вызов выбора видов, просто нажав на эту кнопку. Теперь при нажатии на ориентацию панель просто открывается без появления селектора. Нажатие клавиши «Пробел» теперь вызывает только окно ориентации без селектора. Чтобы дополнительно вызвать выбор видов, нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl и пробел. Также можно настроить скорость анимации появления селектора, нажав «Параметры», «Настройки пользователя», «Вид» и далее отрегулировать положение ползунка. Например, уменьшим скорость и нажмем «Ок». Вызовем селектор, и он появляется гораздо медленнее. Вернем скорость на максимальный уровень. Нажмем на ориентацию и переместим указатель мыши на значки видов. Можно выбрать один из 6 стандартных проекционных видов – спереди, слева, справа и так далее. Отдельно расположен перпендикулярный вид. В скобках после названия вида указана комбинация клавиш для быстрого вызова этого вида. Удерживаем нажатым Ctrl и последовательно нажимаем цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В этом окне есть отдельная кнопка вызова аксонометрических видов. По умолчанию это изометрический вид, который вызывается также через Ctrl и 7. А если нажать стрелочку, то дополнительно появляется выбор диметрии или триметрии. Снизу стандартных видов есть кнопки разделения окна на несколько видов. Кроме одного вида на экране, можно отобразить два вида по горизонтали. Это будут виды спереди и сверху. Или отобразить два вида по вертикали. Это будут виды спереди и справа. Также можно вызвать 4 вида – спереди, слева, сверху и триметрия. При этом ортогональные виды связаны, то есть масштабирование и перемещение видов модели в окнах полностью связаны. При этом вращение вида с помощью указателя недоступно. Вращаться может только несвязанный трехмерный вид. На наличие связи указывает значок слева от названия вида. Отключить связанность видов можно, нажав на кнопку «Связать виды». Теперь каждый вид можно перемещать, масштабировать и вращать отдельно от других видов. Вернем связанность видов обратно и отобразим один вид на экране. Наиболее часто используется перпендикулярный вид. Если нажать перпендикулярно без выбранной грани или кромки, то модель или трехмерный эскиз автоматически сориентируется по нормали к ближайшим глобальным координатам x, y, z. То есть модель повернется параллельно экрану той стороной, которая наиболее близка к стандартному ортогональному виду. При применении этого метода к двухмерному эскизу модель выравнивается по нормали к плоскости эскиза. Можно сразу выбрать нужную грань и далее нажать перпендикулярно во всплывающем меню или на панели ориентации. Если еще раз нажать перпендикулярно, то модель повернется на 180 градусов. Также можно зажать Ctrl и выбрать две грани. Далее нажать перпендикулярно, и модель повернется параллельно экрану первой выбранной гранью, а также изменит ориентацию вверх второй выбранной гранью. Если нажать двойные стрелки или просто пробел, то появляется диалоговое окно «Ориентация».
Чтобы эта панель оставалась открытой, ее можно закрепить, нажав на скрепку. В этом окне доступны дополнительные инструменты. Первая кнопка – предыдущий вид. Для быстрого вызова Ctrl-Shift-Z. Этот инструмент позволяет вернуться к предыдущему виду. И таким образом можно отменить последние 10 изменений вида. Второй инструмент – новый вид, позволяет создать новый пользовательский вид. Его подробно рассмотрим чуть позже. Следующий инструмент – обновить стандартные виды. Он позволяет переопределить стандартные виды. Например, нажмем клавиши Ctrl и 1. Модель повернулась в вид спереди. Но я считаю, что это вид снизу, поэтому сориентируем модель по-другому. Сейчас это вид сверху. Нажимаем кнопку «Обновить стандартные виды» и назначаем этот вид видом спереди. Нажимаем «Да» для подтверждения изменения. Теперь проверим изменения. Снова нажимаем клавиши Ctrl и единица, и модель поворачивается в назначенный вид спереди. Стандартные виды можно также обновлять и без использования окна ориентации. Ориентируем модель, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Сохранить текущий вид как». Далее выбираем необходимый вид, например, слева. Подтверждаем изменения. Нажмем Ctrl и единицу. Теперь это вид спереди, а это заданный вид слева. Стоит обратить внимание, что физически модель не изменила свое построение. Если выбрать плоскость спереди и нажать перпендикулярно, то модель повернется, как и была изначально создана. Следующий инструмент – это сбросить стандартные виды. Если нажать на эту кнопку и подтвердить изменения, то все виды вернутся в состояние по умолчанию. Теперь это снова вид спереди. Следующая кнопка позволяет изменить вертикальную ось для ориентации вида. В качестве ориентации вертикального вида по умолчанию можно указать ось Y или ось Z. Изменим ось на Z, подтвердим изменения, и теперь вид спереди такой. Вернем ориентацию по оси Y обратно. Мы рассмотрели стандартные виды. Теперь создадим свой пользовательский вид. Ориентируем модель в нужном положении. Вызываем пробелом окно «Ориентация» и нажимаем кнопку «Новый вид». Далее вводим имя вида, например, 3D, и нажимаем ОК. Развернем модель, вызовем ориентацию, и в списке видов появился новый вид. Нажмем на него, и модель повернется в созданное положение. Этот вид можно удалить, нажав на крестик. Нажатие на кнопку «Сохранить вид» не просто сохраняет вид в этом документе, а делает этот вид доступным во всех документах SolidWorks. Нажмем «Сохранить», и этот вид добавлен в сохраненные виды. Здесь же можно удалить этот вид из сохраненных. Далее перейдем в чертеж сборки и откроем палитру видов. Здесь указаны все доступные виды. Галочкой помечены уже вынесенные на поле чертежа виды. Кроме стандартных и аксонометрических видов, здесь есть пользовательский вид и текущий вид. Текущий вид показывает текущее положение модели в данный момент. Если повернуть модель, вернуться в чертеж и обновить палитру, то вид перестроится. Если выбрать проекционный вид, то изменить его ориентацию программа не позволяет. А если выбрать исходный родительский вид, то его можно переназначить, просто нажав на другой вид, например, снизу. Подтверждаем изменение ориентации всех связанных видов. Виды перестроились. Нажмем правой кнопкой мыши на вид, далее выберем перемещение вращения и вращать вид. Укажем угол поворота в 180 градусов. Нажмем «Ввод», подтвердим изменения и закроем окно. В заключение, если вынести из палитры новый не связанный вид, например, текущий, то его тоже можно заменить на другой, например, пользовательский 3D. На этом все. Спасибо за поддержку. Всего вам доброго.